Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 44-й выпуск «Пути со дна» с прокачки с нуля в Escape from Tarkov. Мои стратегические запасы в схроне потеряли всю ценность. Ивенты задушили весь прогресс, а выполнение квестов потеряло вообще абсолютно какой-то даже смысл. Но вайб, который, возможно, уже пронесся по игре на момент публикации, либо, может быть, сейчас это все дело в процессе, расставят все точки над «и», причем спрашивать особо не будет, кто там чего успел, а кто нет. Яша, Скряга, Яр и Владос, спасибо большое за бонусы, парни. Второй сезон прокачки обязательно будет, а музычку я накидываю в выпуске при монтаже в редакторе. Ссылка на плейлист всей музыки есть в описании под видео. Итак, ждем вайп, закрывая первый сезон 44-м выпуском с убийством ЧВК на таможне. Всем приятного просмотра. Все, что сейчас принесли и принесут дикие, уже, к сожалению, не пойдет в оборот. Биткоины не варятся, страховкой воспользоваться могу только сегодня. Но есть хорошие новости. Некоторые зрители интересовались, будут ли еще розыгрыши доступов и апгрейдов доступов в Tarkov. Ответ – будут. Такую возможность нам предоставляет бесплатная военно-историческая онлайн-игра World of Warships с огромным флотом культовых военных кораблей, включающих 4 различных класса, а также стратегически проработанной окружающей средой. Непревзойденный игровой опыт военно-морских сражений обеспечивает именно World of Warships. Переходи в описание под видео, качай игру по моей ссылке и в качестве нового игрока получи 200 дублонов, 2,5 миллиона кредитов, немецкий крейсер Эмден, американский крейсер Сент-Луис, 7 дней премиум аккаунта и 20 камуфляжей «Мятежное пламя». Важно делать полную регистрацию аккаунта с нуля, то есть без быстрой регистрации, для корректного зачисления всех бонусов. Когда наберешь 351 очко опыта, тебе предложат обменять их на корабль более высокого уровня. Друзья, каждая регистрация и прокачка по моим ссылкам – это ощутимая поддержка нашего канала. За мной не заржавеет. Если соберем более 50 регистраций с бонусами и более 25 обменов опыта на корабли, я запущу розыгрыш 3 доступов Tarkov или апгрейдов текущей версии на уровень выше. Результаты прогресса сообщу в течение июля. Ссылка на скачивание World of Warships в описании под видео. Прогорело мое топливо и везде ничего. Хоть и не варятся биткоины, но мне нужно топливо зарядить хотя бы для того, чтобы работал воздушный фильтратор, так как фильтратор у нас работает от генератора. Да вроде все собрал. Вепр Хантер накинул как дополнительное оружие. Это все у меня почти истрахованная хирургия, медицина, да пойдет. Так что валим на таможню, сейчас сразу же попробуем что-нибудь досделать. Постараюсь 100-метровочку еще в голову пильнуть. Будем надеяться на хороший спавн где-нибудь в районе моста. Да так, чтоб засесть было, такой куст большой, чтобы получеловек, полукуст. Во, нормальный спавн. Нормальный спавн. Это я сейчас, значит, как раз возле моста смогу. У меня там по правой стороне спавнов, конечно, куча. Активность не очень большая на локации таможня. Да и вообще уже все ведет к тому, что сгребает Tarkov уже. Ивентами. Людей на другие локации. Где-нибудь как-нибудь, куда-нибудь, либо под мост, может быть. Дальнюю перебежку мне посмотреть. Хотя с-под моста тоже ее видно будет. Ага, и тут можно будет попялиться. Ну там спаун, если только АФКшит кто-то. Так, ловушка на дурачка чисто. Вот здесь присяду. Я думаю, что здесь сотня метров есть до дальней перебежки. И попялимся. Со стороны ВСРФ неплохо так видно. Блин, я опять прицел какой попало нацепил. Ну ничего, это все опыт. В следующий раз будем знать, что надо попроще прицельчика. Вот правую сторону мне не очень хорошо видно. О, здорово. Упреждение хорошее я взял, но невысоко. Ну да, это не в голову было. Вау. Ну что, уже хорошо.
На лету, на бегу, конечно, сложно попасть. Что там говорить? Да еще и на такой дистанции. То ж надо поправку делать. На ветер, на влажность. А то, что диск кривой. Там вообще сложно поправку сделать. Оба-на. Здравствуйте. Перешел на противоположную сторону, чтобы ЖД видно было. А тут над головой гуляет-то. Тут Дикий может патрулировать. Да, это Дикий. Хорошо. По тихому калибру остался всего один Дикий. Но мне бы ЧВК. Случайно пробегающего. Чтобы он на трупе остановился прям. И стоя желательно, чтоб лутал. Опа. Перебежчик. Ну, уже с дробовика. Это уже плюс. Люди бегают, но не там, где я их жду. Не то совсем. Но не знаю, не знаю. Ты с кем? В одного? Соло исполняешь? Пистолетчики. В общежитиях. И я думаю, что здесь ловить больше нечего на перебежках. По крайней мере, в ближайшее время точно. Был, конечно, шанс сделать убийство в голову, но я его не реализовал. Ну, там сложно было, на самом деле. Не так-то просто все это. Пойдем посмотрим, что есть у товарища. Да и дистанция, ну как дистанция? Расстояние там короткое, где он пробегает. У меня реально было только несколько выстрелов. Опа, редут. Редут поинтереснее, чем моя броня. И МК-3 мне интересно. Я не очень хорошо тут лежу, надо... Ой, это что такое? Заберем. Давай-ка я, наверное, лучше... Есть там место, куда вот сюда? Я сейчас здесь лежу прям открыто. Сейчас где-нибудь там присядем. Посмотрим. Чем поживиться можно. Да, 10 уровень, но... Раскидывать его смысла чуть. Да и не факт, что я до выхода донесу это все, да? Тут уже вайп на носу. Ого. А это откуда? Снайпер, что ли, со СВшкой? Или это не СВшка? Это не снайпер, это однозначно? Ну, что-то там тяжелая артиллерия какая-то. Опа. Я его вижу. Попал. Разок попал, но не в голову, испугнул его. Не подходит прицельчик. Ё-моё, что за кипиш? Да, посмотри. И это, наверное, и когда я ушел, он перебежал со стороны вагонов, да, на ВСРФ.
Я, как всегда, вовремя оставляю позицию. Как всегда, вовремя. Давай еще шмальни, чтоб я понял, где ты. В какую сторону двигаешься. Сразу соточку выставлю. Зиринг. Руки как после хорошей пьянки. Нормалек, нормалек. У вас получается, парни, но у меня здесь калашик. Вот его бы сейчас сбрить. И в общаге. Опа. Слышал, да? Скинулся кто-то. Блин, у меня тут не очень так удобственно. Ясно. Скорее всего, да, он с вагонов шел. Значит, можно предположить, что он пойдет сейчас на стройку. Но Одесса хитрый, я его обойду. Сейчас пойду на сопку. Как раз и общежитие там попалю. Может, на шаверме кто тереться будет. И как раз в аккурат там же с сопки можно будет и стройку глянуть кое-где. Но движение есть на карте, это хорошо. Мать твою. Аж сердце в пятке. Вот там и лежи. Тихий калибр. С ботами разобрались. Это был 20-й. Дикий. Остались только ЧВК. А посмотрим, что там в МК у меня. А можно и сразу же пожрать и попить. Не надо, нам не надо вот это. Давай, попитоним. Если что, Хантер я возьму просто и выкину. Это, скорее всего, так оно и будет. Сейчас стройку посмотрю, скину Хантер и с Эмкой буду как дополнительным лазить. На случай всякий. Это снайпер с крыши, да, с СКС? Так. Вот и калашик там же. Ух ты, блин. Там даже 2 ЧВК. Снайпера сломали. Есть клиентура. Есть. Сейчас что-нибудь поудобнее, какой-нибудь. Сейчас мы тебя вычислим. Ну, здрасте. Че потерял тут? Веточки, веточки. Ох уж эти веточки. Неудобно, не с той стороны я вышел. Там как раз мне ветки, блин, обзор весь закрыли. Ну, как всегда, что, как можем, так и работаем. Почти 200 метров самый результативный выстрел, и это был тот самый тип. Да, я все-таки попал разок по нему. А расстраиваться нечего, у меня тут все готово, у меня даже страховка полностью готова была. Ушанка, рафатка, все это дело сразу же нацепил. Оружие взял и все, и пошел мочить гадов. Пошли, таможня, 16. Можно даже корунд не страховать, он там чуть да ничего в нем. Сразу же еще один забег. Но прогресс есть, можно же делать. Это глаза боятся, а руки делают. В следующем сезоне, я думаю, точно успею сделать этот квест. И надо бы постараться его как можно раньше сделать. Я вернулся.
Тут с КПП, если только на скалы заскочить и со скал посмотреть. Аэродинамика. По соседству есть спауны, но я, если честно, их не боюсь. Сложно совмещать вот эти вот квесты с убийством со 100 метров и с убийством с дробовика, потому что тайминги разные для этих квестов. С дробовиком надо на ближнюю дистанцию как можно раньше идти, в горячие точки, а со 100-метровкой наоборот. Не спешить, занимать позицию и выжидать. Опа, есть товарищ. Не успел я, не успел. На дробовик его насадим, наверное. Тут нет 100 метров. Я вообще-то думал на заводской территории кого-то там подстрелить. А, в начале вайпа вот такой квест сделать, это вообще самый... А я наоборот, я неправильно все делал по квестам. Ну, я так думаю. А, это дикий обычный. Все, понял. Ладно, посидим, подождем, посмотрим. Понюхаем. Надо идти туда. Где-то на скелете там возня была. Надо все-таки в первую очередь браться за квесты с активностью, типа там убийством ЧВК и бла-бла-бла. А квесты с поиском предметов, с выносом каких-то там пряностей оставлять на последний момент. Ну, хотя там квесты не откроются, если их не выполнишь, да? Западня. А теперь расскажите мне, пацанчики, вы куда шли? От базы Решалы к общежитию? Или от общежития к базе Решалы? Вот теперь и гадай. Давай сначала общаги тогда глянем. Вот дикий ходит вдоль забора, нормально. Нормально, нормально. Значит, они, наверное, в ту сторону пошли. С аппендикса начнем. Да-да. Ах, как не вовремя у меня аэродинамика слетела. Подожди, не убивай. Все, я пошел. Давай сам дальше как-нибудь. Ногу оторвали, гады. Сейчас. Ух ты, мать твою. Нифига себе. А я думал, сейчас присяду тут, как пришью ногу. А, держи. Наши кунг-фу сильнее. Попал пару раз, ногу вторую оторвало нафиг. А, это дикий, которого этот ЧВК убил. О, живот, еле живой. Сидеть с тобой тут... Не вариант, надо подлечиться. Лечиться рядом с тобой я не хочу. Там сейчас придет 100% на шумок тут товарищ возле общаги, который... Вот где-то примерно тут я упаду. Как? Вылечусь, вылечусь. Как новенький буду.
так примерно мы будем жить. Блин, от брони там десяток остался всего прочности. Ну, зато броня сделала свою работу. Это очевидно. Ага, здесь уже гульнул кто-то. Я предлагаю сделать крюк почета. Да, тут недавно прям кто-то был. Ну, как всегда, я ушел с позиции снайперской, и тут кто-то шарохался, лазил. Все нормально, все как всегда. Хочу попробовать обойти все это дело через старую заправку и посмотреть скелет. Со скелета там поглядим. Где второй там в кушарах где-то сидит гад. Ну, в оптику-то, может быть, и вычислим его. А вот это мы сейчас пойдем проверим. Как раз в аккурат. В спину и зайдем, похоже. Да кого? Ну чё? Ты чё мне все планы-то обосрел? Нафиг ты мне нужен? Через базу придется тогда. А, ну хотя даже неплохой вариант. Я сейчас сверху базы решал и сначала скелета смотрю. А потом туда и подойду. Скелетом я называю вот этот недострой. Это дикий внизу ковыряется. Сейчас все будет. О, здесь весело у вас тут было. Мать твою. Да вы чё, серьезно, откуда вы? Их двое еще. Попал разок. О, грудь. Чуть-чуть выше бы и в голову как раз прилетело. Сейчас, пацанчики, подождите. Давайте разрывать дистанцию. Аэродинамика. Пошел фланговать справа. Понял. Или он как-то в меня увидел, или кто-то им помешал, или там между собойчик на двоих оформили. Метров. Есть? Или нет? А дальше уже некуда отойти. Там не укрытие. Ох, что-то мне подсказывает, что здесь нет сотни метров. К ЖД бы отойти направо, но... И это не лучшее будет решение, да? Нет, я не убил там никого, 4 из 15. Геройствовать тогда? А что еще делать? Сдохну так сдохну. Может, одного да заберу.
Да ну, отъехал. Фланганул? Фланганул. 5 из 15. Классно. Это получается, вы уже сделали 5 из 10 по тихому калибру и... Пять из 15. По подставе. Блин, второй-то где? Второго я слышал, как он фланговал в сторону старой заправки, но меня терзают сомнения насчет того, что вот и тело тут лежит. Нет, он здесь. Ну, все правильно, я так и думал, что он вряд ли кореша бросит. Не пойму, где он. Он сверху. Хорош, ты выиграл. Обманули Дису по-тяжелому, еще и в глаз как-то попал. Ну ты вообще ювелир. Тем не менее, 2 ЧВК имеется с дробовика за один рейд. Ну, неплохо, неплохо. Для меня, по крайней мере, это даже очень неплохо. Вот и все трофеи, фильтр только. Сразу его определим в хозяйство, пусть фильтрует нам водичку. Ну чё, все, готово, я опять заряжен. А чё? Хирургию, медицину я теперь взял помощнее. Хирургический набор, теперь я не буду носить с собой шину. И морку сразу тогда зарядим, чтобы ее в рейде не тыркать туда-сюда. Нам прокачка не обязательно дробовиков. Таможня 8.50, с утра пораньше. Если так и дальше пойдет, то я результатами более чем доволен буду, если хотя бы 2 ЧВК буду убивать за один рейд. Но в следующем рейде мне так и не удалось встретить ни одного ЧВК, поэтому все, что оставалось делать, ходить по локации, ковыряться в сейфах и мочить диких. Но при этом удалось подкопить деньжат, и даже неплохой такой лут я подсобрал. В следующем рейде решил перешагнуть через себя и посидеть прям по тяжелой в засаде. Минут, наверное, 15 я просидел в кустах возле моста, ожидая, что кто-то будет перебегать по дальней перебежке. Потом психанул и просто залез на крышу сторожки на мосту и уже сидел прям в откровенную, все смотрел и слушал. Не было ни единого выстрела, ни единого дикого, ни единого ЧВК, никаких абсолютно движений. Сидел и просто смотрел выход у костра. А когда оставалось пару минут до красного тайминга, минут 12 до конца рейда, я решил пойти на выход, и вдруг... Пошел отсюда. Это моя хата. Нет, прощайте. Короче, признаюсь, бомбануло у меня знатно. Учитывая то, что я просидел в засаде почти весь рейд, оставалось просто выйти с локации, и на меня выходят в упор 2 ЧВК. Тут я стиснул зубы и решил, во что бы то ни стало, хоть просижу до утра, но просижу в этом прицеле, и я добью эти 2 выстрела в голову на дистанции более 100 метров. Знаете, что ответил Тарков? Ё-моё, это что такое? Тарков? За что? Я все? Сделал снайпера? Я тебя понял, Тарков, я тебя понял. Обшарил все тайники, обшарил все сейфы, сумки, не встретил ни одного ЧВК, набрал хабара полную сумку и свалил из рейда. Какой это не баг был, как я мог, успокаивая себя, предположить поначалу. Это были надвигающиеся на Норвинскую область осадки рекордной плотности, и которые продлятся от 2 до 5 дней. Да и онлайна уже практически не было на серверах, поэтому я решил просто успокоиться и пойти спатоньки. Очередной рейд оказался холостым на ЧВК, и мне ничего не оставалось, как прочесать снова всю локацию и идти на выход. Хабара раздобыл неплохо так, интересно было подкопить денежки, хотя на тот момент я не знал, что они мне уже не пригодятся. Ага. Есть у меня план, в прошлом рейде я... Ни одного ЧВК не встретил, но меченка была открыта, поэтому есть интерес сразу же пойти в сторону общежитий и внедриться прям попасти эту меченку. Может быть, успею кого-нибудь подстрелить там.
Есть движение. Нафига себе, пацаны. Я вас искал вчера всю ночь. Где вы были? Тут, оказывается, все. Туманище — безумная вещь. Самое страшное — это то, что дикие тебя видят прекрасно, как если бы не было вообще никакого тумана. А ты дальше метров 20-25 уже ничего не разберешь. Только силуэты в лучшем случае. Хотя при тумане и их видно быть не должно. Ну вот, здрасте, пожалуйста. Так, на базу решало, движение ушло. Опа. Бегу. Это дикие, все, окей. Вот это да. Да-моё, я как всегда, только ушел оттуда. Движение сразу же. Но не было бы тумана, было бы здорово. С камней понаблюдать, да? Что там происходит? Где стрельба была? Здесь или на КПП? Не слышно. Видимо, за заправкой сзади. Есть кабанчик. Это ты воевал с кем-то или что? Походу нет. Ну и ладно. О. Это примерно за общагами. Так, надо посмотреть. Скорее всего, свои СРФ подходят к общагам, да? Сумка закрыта была. То есть открыта была, я закрыл сумку. Я кому-то на пятки наступаю. Здрасте. Ой, хорош, есть. Ты с кем? А, вот СВ, которая стреляла вроде, да? Ну вот, еще один ЧВК в копилочку идет. Это уже 6-й. Ваза, ничего себе. Сколько я искал эти вазы. И сколько они теперь, когда не нужны у меня, вот я вообще, да, и ни одного льва. Спасибо, браток, за вазу. Интересно, он с трешки пришел или здесь в двушке нашел вазу? Я думаю, что с трешкой пришел.
Надо запоминать вот эти вот места спауна, где находятся флехи. Вайп жахнет, надо будет же 3 флешки сразу же найти. Ну, не сразу же, а найти надо будет. Ключей сразу там не будет. Так что вот эти вот всякие спящие, у них могут быть флешки, значит. Так и запишем. Нет, его здесь не было. Возможно, он с этой, с трехэтажки пришел. Аккумулятор лежит. Я, наверное, уже весь полностью антиквар нашел, ну, за исключением петуха, может быть, золотого, статуэтки. Весь антиквар нашел, и ни разу я льва еще не нашел. Причем самое обидное, что ладно бы я его находил и не смог бы вынести, но когда он даже не попадается, то есть это вообще без шансов. В этом тумане ходишь, такое ощущение, как будто это страшный сон ЧВК, ей-богу. Да и вообще первый весь сезон можно будет закончить тем, что ты типа такой проснулся, а оказывается ты нубасик опять. Все с нуля. Типа вайп. Туалетная бумажечка в сумках. А здесь выскочим. Опа. Что, в аппендиксе же сейф? А, постой, дай-ка гляну. О! Что тут у нас? Опять ваза. Сюда, книга сюда, SSD сюда. Я не знаю, я уже, наверное, 5-ю вазу. Нет, 4-ю вазу, по-моему, раздобыл. После того, как очень долго искал себе вазу, чтобы сдать по квесту. Так, а вот теперь мне... Как работать? Как жить-то? Как выносить-то? Это все надо же потихоньку. До 12-го. У меня перегруз. Вот. Вот и хочется исходить на эти выстрелы. Вроде бы с пистолетика там пуляет. Потенциально легкая нажива. Но с другой стороны, с весом в 40 с лишним килограмм. Ну почему? Да идите вы нафиг, блин, запарили вы через... Нету машины. Вон он, бля, ебашь его! Джибошат через туман. Даже глазом не моргают. Вот куда делся?
Твою медь, я теперь не доверяю тому, что я проверил. Я сам себе теперь не доверяю. На лестнице. Вот так. О, она нупырь. О, она нупырь. Показывайте, что у вас тут заведается вкусного, интересного. Ничего. Меня рубли эти раздражают в сейфах. Ей-богу, я готов просто взять и... рулон туалетной бумаги из них сделать. Но это нереально. Я уже несколько дней хожу по этим сейфам и никак не могу найти ни одного льва. Но так не бывает. Где я провинился-то так? Купюры, ежедневник. Пошли меченку глянем. Умирай! Умирай! Ты сдурел живешь? Як показывать что-то. Видеокарта. А это что за дрын такой? О, это детка на миллион. МК-18. Ни хрена себе. Когда мне это уже ничего не надо, ты мне, Тарков, даешь богатство. Ну, спасибо, родненький. Офигеть, вот это я дрын нашел, конечно. Нормальная меченка. А, вот вы где. Возятся, вошкаются там. Что это такое? Вы чё, куда? На базу решала уже дернули? Или чё? Или как? А, нет, он там сидит. О, ты умер! А что, так можно, да, убивать? Нормально. Ух ты! О, Диса выиграл! Двоих выиграл! Да хоть карандашиков убил, и то хоть как-то. Пожалуй, на этом я и закончу последний, 44-й выпуск первого сезона прокачки с нуля в Escape from Tarkov. Я хочу отдельно сказать спасибо и пожать руку тем людям, которые меня поддерживали, поддерживают морально, материально. Без вашей поддержки, без вас не было бы всего этого на канале. Я безумно рад, что у меня получилось найти свое место среди комьюнити Таркова. Я это говорил и говорить буду еще и не раз. На этом первый сезон мы заканчиваем. Второй сезон начнется после вайпа, так что ждем вайпа. Оттуда уже будем плясать. Надеюсь, выпуск сезон в целом вам понравился. Постараюсь держать, конечно, марку. Что-то будем улучшать, применяя опыт, который я получил. Огромный просто опыт получил от первого сезона. Всем хорошего настроения, всем удачных рейдов. Увидимся, услышимся уже в следующем сезоне прокачки с нуля. До свидания.